На протяжении тысячелетий земли, известные сегодня как Россия и Украина, были населены кочевниками, носителями таинственных культур Бронзового века. Единственные оставшиеся от них свидетельства – могилы. На бескрайних пространствах Великой Степи они хоронили своих вождей под большими холмами, которые назывались курганы. Древнегреческий историк Геродот назвал этих людей скифами. Их земли захватывались кочевыми ордами, шедшими в направлении Римской империи. Затем эти земли были заселены славянами. Их объединяли некая культура и общий язык, но они были разделены на множество различных племен. Викинги Скандинавии, известные на Востоке как варяги, проплывали протяженные русские реки для дерзких набегов и торговых экспедиций. Согласно легенде, восточные славяне попросили варяжского вождя по имени Рюрик быть их князем и объединить племена. Он принял предложение и сделал своей столицей Новгород. Его династия, Рюриковичи, будет править Россией на протяжении 7 веков. Его люди называли себя Русью и дали название стране. Олег, преемник Рюрика, захватывает Киев и делает его столицей нового государства Киевская Русь. Спустя столетия, ища более тесных связей с Византией на юге, князь Владимир Великий принимает ее религию и обращает Русь в православие. Он до сих пор почитается как человек, который принес христианство народам Руси. Ярослав Мудрый кодифицировал законы и завоевал новые земли. Его правление отмечается как «Золотой век Киевской Руси». Это было одно из самых развитых и мощных государств в Европе. Но после смерти Ярослава его сыновья начали бороться между собой. Киевская Русь распалась на мозаику враждующих княжеств. В то же время новая смертельная угроза надвинулась с востока. Монгольские орды Чингисхана захватили большую часть Азии. Они совершили большой поход через Кавказские горы и разбили киевских князей в битве при Калке, но потом отступили. 14 лет спустя монголы вернулись. Гигантское войско во главе с Батыем опустошало русские земли. Города, оказывавшие сопротивление, были сожжены, их население вырезано. Новгород избавился от бедствия, потому что успел признать монголов. Его князь Александр Невский затем спас город снова, победив тевтонских рыцарей в битве на льду Чудского озера, ледовом побоище. Он остается одним из самых почитаемых героев России. Монголы правили землей как завоеватели. Их новая империя называлась Золотая Орда. Она управлялась ханом из своей ставки в сарае. Русские князья были его вассалами, вынужденными платить дань или терпеть разрушительные карательные набеги. Они называли своих угнетателей татары и жили под гнетом татарского ига. Сын Александра Невского Даниил основал Великое княжество Московское, которое быстро росло в силе. В правлении Узбек-хана татары приняли ислам. Усилившееся Великое княжество Литовское разгромило татар в битве на Синих водах и отвоевало Киев. 18 лет спустя Дмитрий Донской, великий князь Москвы, также разбил татар в битве на Куликовом поле. После долгих междоусобиц Золотая Орда стала рассыпаться на враждующие ханства. Константинополь, столица и последний форпост некогда Великой Византийской империи, пал под ударами турок-османов. Некоторые стали приветствовать Москву как Третий Рим, центр православной веры, после того, как Рим и Константинополь пали.
Между тем, великие князья московские продолжали расширять свою власть, присоединив Новгород, и начали ковать новое общерусское государство. На реке Угре великий князь московский Иван III столкнулся один на один с татарским войском и заставил его отступить. Россия окончательно сбросила татарское иго. В эпоху великого князя Василия III Москва продолжала увеличиваться в размерах и силе. Его сын Иван IV был коронован как первый царь всея Руси. Он войдет в историю как Иван Грозный. Иван завоевал татарские земли Казани и Астрахани, но потерпел поражение в Ливонской войне со Швецией и Речью Посполитой. Реформы Ивана IV начала царствования сменились террором и массовыми казнями, вызванными его неистовой подозрительностью. Россия оставалась по-прежнему уязвимой. Набеги крымских татар были в состоянии сжечь Москву, как это случилось в 1571 году. Но в следующем году русские войска разгромили татар в битве при Молодях к югу от Москвы. Казаки жили теперь в Южной степи, свободной области между тремя враждующими государствами. Опытные наездники, живущие на южной границе, они обычно вербовались Россией и Польшей для борьбы с татарами в качестве наемников. По преданию, царевич Иван, сын и наследник Ивана Грозного, пал жертвой одного из приступов отцовской ярости, был убит ударом царского посоха. Казацкий атаман Ермак Тимофеевич возглавил русское завоевание Сибири, разбив сибирских татар и подчинив коренные племена. На севере был основан Архангельск, единственный русский морской порт, связывающий страну с Западной Европой, хотя и замерзающей зимой. Ивана Грозного сменил его сын Феодор, умерший бездетным. Это был конец династии Рюриковичей. Царский приближенный Борис Годунов стал царем, но после его внезапной смерти его вдова и сын-подросток были зверски убиты, а трон был захвачен самозванцем, называющим себя сыном Ивана Грозного. Он тоже вскоре был убит. Россия погружается в анархию, в смутное время. Повстанцы и иностранные наемники опустошали землю, население гибло от голода и чумы. Польские войска заняли Москву, шведы захватили Новгород. Русское государство оказалось на грани исчезновения. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями.